Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 15 неразгаданных тайн мира, которые невозможно объяснить. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Самая тихая комната в мире. Почему через 45 минут люди начинают сходить здесь с ума? Вы сейчас видите самую тихую комнату в мире. Психологи утверждают, что через 45 минут человек здесь начинает сходить с ума. Иногда, особенно посреди разгара рабочего дня, так хочется побыть одному в полной тишине. Замечали такое? Однако существует самая настоящая пытка – тишиной. Наш мозг настолько к ней не привык, что ему физически трудно без слуховой нагрузки. Ученый Стивен Орфилд создал такую комнату, находится она в Миннеаполисе, США. Эта комната блокирует 99,99% всех внешних звуков. Вторая звуковая трудность для человека – отсутствие эха. Звуки здесь не отражаются. Можно очень громко кричать, но вокруг тишина. Базовую начинку для камеры он купил у студии звукозаписи Sound 80, в которой в частности записывался известный рок-музыкант Боб Дилан. Комната окружена двойными стенами из звукопоглощающей стали, а клинья из стеклопластика рассекают звуковые волны. Пол тоже устроен хитро, здесь на бетонной плите установлены пружины. Все началось еще в 1970-х годах. Изначально специалисты из исследовательской компании Orfield Laboratories Inc. изучали вопросы звукоизоляции в зданиях. Они поняли, что архитекторы и дизайнеры не имеют достаточных знаний о поглощении шума и решили создать экспериментальное помещение, которое будет полностью шумонепроницаемым и поможет в этом вопросе. И чем больше они погружались в эту тему, тем интереснее становилось. До каких пределов может дойти погоня за тишиной? И может ли быть на нашей Земле не просто тихо, а рекордно тихо? Первым опытом было создание в Миннеаполисе в середине 1990-х годов комнаты с уровнем фонового шума в пределах минус 9,4 акустических децибела. Для сравнения, если вы не слышите практически никаких звуков, то в вашем пространстве этот уровень равен примерно 5 акустических децибела, а 0 акустических децибела – это абсолютная тишина. Иными словами, в комнате, которую оборудовали исследователи, было не просто тихо, а тихо со знаком минус. Как это возможно, простому человеку понять сложно, но высокочувствительная аппаратура способна зафиксировать такие показатели. В 2012 году ученые добились того, что в комнате тишины уровень опустился до минус 13 акустических децибела. Правда, 3 года спустя в штаб-квартире Microsoft в Вашингтоне появилось помещение с показателем в минус 20,35 акустических децибела, но в 2021 Orfield Laboratories снова взяла пальму первенства и сделала свою самую тихую комнату еще более беззвучной, доведя показатель шума до минус 24,9 акустических децибела. Для мозга отсутствие звука оказывается совсем некомфортным, как могло бы показаться. В мозг поступает настоящий сигнал тревоги. 9 из 10 человек спустя 20 минут начинали впадать в панику. У них заметно учащались сердцебиение и дыхание. У некоторых начались полноценные галлюцинации. У всех мозг стал выдумывать звуки сам. Люди стали слышать, как по артериям струится кровь и как тяжело, со свистом, работают легкие. Максимально один человек смог просидеть здесь 45 минут. Большинство не выносят и 15 минут. Сам создатель камеры, мечтая опровергнуть предостережения психологов и ради научного эксперимента, постарался задержаться тут как можно дольше. Но смог выдержать лишь 30 минут. Хуже всего приходилось тем, кто пытался двигаться. У них состояние тревоги наступало быстрее.
Те же, кто спокойно сидит на месте, смогли продержаться дольше. Психологи объясняют это тем, что мы привыкли полагаться не только на зрение, но и на звук, когда двигаемся. А если звука во время этого не слышно, мозг впадает в панику. Кстати, если вместе со звуком выключить свет, то человеку будет трудно удержать равновесие во время ходьбы. Абсолютно не на что ориентироваться. Остаются только стены, за которые можно цепляться. Так что если вы вдруг окажетесь в похожих затруднительных условиях, лучше сидеть и не двигаться. И спокойно думать. Это отвлекает мозг от паники. Комната Орфилда входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое тихое место в мире. И сейчас эта комната даже приносит ему неплохой доход. Производители различного оборудования привозят сюда свою продукцию для тестирования громкости ее работы. Комнаты также используются НАСА для подготовки астронавтов к полету в космос. Тишина в космосе может дезориентировать человека. И подобные тренировки подготавливают астронавтов к будущим испытаниям. И, конечно, навыки и привычка к тишине также тренируются. 2. Жуткая история замка Гоуска, готической крепости, построенной, чтобы закрыть врата в ад. В этом замке Гоуска, построенном в XIII веке недалеко от Праги, жили безумные ученые, нацисты и, возможно, даже демоны. Предлагаю вам окунуться в его историю и попытаться разгадать тайну этого загадочного места. Скрытый густым лесом, чешский замок Гоуска был окутан кошмарными мифами и оккультными легендами с момента своего появления. Он построен на вершине скалы в 48 километрах от Праги и загадочным образом изолирован от любых дорог. В нем нет ни стратегической важности, ни укреплений. Некоторые даже говорят, что он был построен не для того, чтобы защитить его обитателей от зла, а для того, чтобы предотвратить его распространение. Согласно официальному сайту замка, он был построен в XIII веке как одна из резиденций короля, но чешский фольклор утверждает, что истинной целью его строительства было скрыть зияющую расщелину в известняке. Местные жители считали, что это врата в ад, из которых демонические существа выходят, чтобы утаскивать местных жителей в преисподнюю. Легенда гласит, что заключенным, которым грозила виселица, предлагалось помилование, но только в том случае, если они согласятся спуститься в бездонную яму и рассказать об увиденном. Согласно этой легенде, первый человек, отважившийся на такой поступок, был молод, здоров и храбр, поэтому с легкостью согласился. Однако через какую-то минуту после спуска он закричал, чтобы его немедленно подняли. Когда его вытащили из колодца, он был седым, а лицо постарело на десятилетия. Однако жуткая история замка на этом не заканчивается. Во время Второй мировой войны в его стенах нацисты проводили жуткие эксперименты. Некоторые говорят, что гитлеровцы заняли этот замок именно для того, чтобы выяснить, реально ли там имеются врата в ад, поскольку их высшие чины всерьез увлекались оккультизмом. Помимо этого, считается, что замок Гоуска остается одним из самых посещаемых призраками мест на Земле. Призрачная история замка Гоуска. Сегодня это впечатляющее сооружение принимает бесчисленное количество туристов со всего мира. Но как записано в исторических хрониках, так было не всегда. Сначала, еще задолго до Средневековья, эти места населяли кельтские племена, а примерно в VI веке сюда мигрировали славяне. Как писал чешский летописец Вацлав Гаек в своей чешской хронике в 1541 году, первым известным строением на этом месте стал небольшой деревянный форт, возведенный в IX веке. Там же Гаек пересказывает местный фольклор, в котором описывалось появление трещины в скале. Эту бездонную пропасть окрестные жители считали входом в ад. Как он пишет, обитатели тех мест были в ужасе от полулюдей, гибридов, которые ночью вылезали из расщелины и убивали домашний скот. Опасаясь этих демонических существ, жители деревни избегали жуткой трещины в скале. Ее даже пытались завалить камнями, но пропасть якобы поглощала все, что в нее бросали.
В 1253 году король Богемии Оттокар II приказал построить на месте старого форта готическое здание, которое было готово спустя 25 лет. Как бы странно это ни звучало, но в первоначальной конструкции замка даже не было лестницы во внутренний двор. Практически отсутствовали окна, а большая часть оборонительных сооружений была построена лицом внутрь. Как если бы цель замка заключалась не в том, чтобы сдерживать захватчиков, а скорее в том, чтобы удерживать то, что может вырваться из его недр. Наиболее примечательно, что король поручил запечатать врата в ад каменными плитами и построить над расщелиной часовню, посвященную архангелу Михаилу, который, если верить Библии, вел Божьи армии против падших ангелов Люцифера. Этот факт только укрепил веру людей в то, что врата в преисподнюю действительно существовали или существуют до сих пор. К 1639 году замок занял шведский наемник по имени Аронта. По преданиям, он практиковал черную магию и каждую ночь трудился в своей лаборатории, пытаясь создать эликсир вечной жизни. Это вселило в местных жителей такой смертельный страх, что они схватили и убили его. Даже несмотря на смерть Аронта, люди все равно продолжали избегать те места. Эта фреска в замке Гоуска привела многих ученых в недоумение, поскольку на ней изображен кентавр из языческой мифологии. То, что он украшает стены христианской часовни, немыслимо, как и тот факт, что он использует левую руку, чтобы держать стрелу. Ведь леворукость в средние века ассоциировалась с сатаной. Ворота в ад в наши дни. Долгие годы замок Гоуска переходил из рук в руки. За свою историю он дважды подвергался капитальному ремонту в 1580-х и 1830-х. Когда он был полностью восстановлен после многих лет простоя. Столетия спустя замок купил Йозеф Шиманек, президент Шкода Авто. В 1940-х годах во время оккупации Чехословакии замок захватили нацисты. Хотя никто не понимал, зачем он им понадобился, поскольку строение не имело никакой стратегической значимости. Некоторые полагали, что нацистов, в частности Генриха Гиммлера, который был одержим оккультизмом и верил в темные силы, заинтересовала библиотека, включающая 13 тысяч древних рукописей. Пока там властвовали немцы, местные жители сообщали о странных огнях и ужасающих звуках, доносившихся из замка. Кто-то даже говорит, что туда приезжали высшие нацистские чиновники, в том числе Гиммлер, чтобы присутствовать на темных церемониях, в ходе которых они обращались к силам ада. После окончания войны в 1945 году замок вернулся к своим законным владельцам, потомкам Йозефа Шиманека, которые решили сделать из него частный музей, официально открыв его для посещений в 1999 году. Даже сейчас многие посетители признаются, что их сбивает с толку нелогичная архитектура замка, вид фресок вызывает нервную дрожь. А если посетить часовню, то можно услышать отдаленные крики и царапанья, исходящие из-под пола. 3. Место, где все предметы превращаются в камень. Тайна 500-летней пещеры матушки Шиптон. В небольшой английской деревне Нирсборо есть причудливое место, насквозь пропитанное древним фольклором и тайнами, пещера матушки Шиптон. Вот уже 5 веков эта загадочная достопримечательность очаровывает и притягивает. Согласно легенде, знаменитая пророчица и могущественная ведьма когда-то жила здесь. В пещере есть колодец, обладающий силой обращать предметы в камень. Провидица предсказала судьбы нескольких монархов, изобретение железных кораблей, Великий Лондонский пожар и поражение испанской армады. В чем же секрет уникальной пещеры и ее давно почившей хозяйки? Легендарная пророчица и ее странное жилище. Все предсказания знаменитой ведуньи передавались из поколения в поколение на протяжении почти 500 лет. Она получила прозвище «Матушка Шиптон» и была самой известной пророчицей Англии. Ей удалось предсказать судьбы нескольких английских монархов, Великий пожар,
который случился в Лондоне в 1666 году, а также сокрушительное поражение испанской армады. Интересно, что воды пещеры обладают весьма своеобразным свойством превращать пористые предметы в камень. Некий местный житель, сэр Чарльз Слингсби, проявил недюжинную сообразительность и смекалку еще в 17 веке, поняв, что у этого места просто сумасшедший потенциал. Он начал организовывать сюда экскурсии, на которых пораженные посетители могли воочию наблюдать, как обычные предметы обихода, например, плюшевые игрушки, словно по волшебству, превращаются в камень. Главный секрет пещеры матушки Шиптон: на самом деле никакой магии во всем этом, вероятно, нет. Просто в пещере есть колодец, воды которого очень богаты минералами, карбонатами и сульфатами. Эти вещества, постепенно покрывая пористые предметы, со временем превращают их в камень. Конечно, это не является окаменением в научном смысле этого слова. Но предметы на самом деле становятся очень твердыми и похожими на камни по внешнему виду. Колодец так и называют окаменевшим. Это уникальное геологическое явление. На протяжении сотен лет любопытство привлекало к этому месту миллионы посетителей со всего мира, мечтающих увидеть, как его волшебные воды превращают предметы повседневного обихода в камень. Кем была матушка Шиптон? Та, кого впоследствии стали именовать матушка Шиптон, родилась в пещере, названной потом ее именем, в 1488 году во время правления Генриха VII, отца Генриха VIII. При рождении она получила имя Урсула Зантейл. О родителях ее практически ничего не известно. Согласно историческим записям, мать будущей пророчицы звали Агата, и ей было всего 15 лет. Урсула была незаконно рожденной, имя ее отца мать унесла с собой в могилу. Агата жила со своей дочерью в пещере чуть больше 2 лет. Она была сиротой, не было у нее ни семьи, ни друзей. Потом местный аббат по имени Беверли сжалился над ней и уговорил одну местную семью принять их с дочкой к себе. Через некоторое время Агата ушла в монастырь, где и скончалась, спустя всего несколько лет. Урсула больше никогда не видела свою мать. Девочка выросла. Конечно, многие считали ее странной. Безусловно, этому способствовала не очень привлекательная внешность Урсулы. Она была горбата, у нее был большой нос крючком и кривые ноги. С детства ее дразнили. Она рано поняла, что для того, чтобы избежать колких насмешек, нужно жить одной. Женщина ушла жить в пещеру, в которой некогда появилась на свет. Там она стала изучать лес, разнообразные цветы и травы, училась делать из них лекарства и лечебные снадобья. Этим она зарабатывала на жизнь. Также она обладала даром предсказывать будущее. Местные часто обращались к ней за советом. Когда Урсуле исполнилось 24 года, она познакомилась с молодым человеком по имени Тобиас Шиптон. Он был плотником из города Йорк. Молодые люди поженились. Правда, семейное счастье продлилось недолго, через пару лет Тобиас скончался. Детей они родить не успели. Все, что осталось Урсуле, это фамилия Шиптон. Время шло, женщина состарилась, и ее стали называть матушка Шиптон. Несмотря на свою репутацию ведьмы, Урсула не умерла от огня или меча, как многие ведуньи до и после нее. Она скончалась тихо и спокойно в преклонном возрасте 73 лет. Была похоронена за пределами местного церковного кладбища на окраине Йорка около 1561 года. Так что легенды не врут, такая женщина жила здесь почти 500 лет назад. Многие ее предсказания сбылись. Все или нет, никто не знает. Возможно, многие истории о ней приукрасили, и она стала похожа на выдуманный фольклорный персонаж. Так бывало со многими легендарными фигурами, ведь истина и выдумки с течением времени настолько тесно переплетаются, что становится очень трудно отделить одно от другого. Сегодня можно прийти и увидеть все своими собственными глазами, и пещеру, где родилась знаменитая матушка Шиптон,
и волшебный колодец, и исторический лес, в котором она выросла и жила. 4. Олгой Хархой. Зачем советские экспедиции искали самое страшное существо на Земле? Олгой Хархой – червь гигантских размеров, главное чудовище монгольских сказаний и легенд. Обитает он в пустыне Гоби, а встречи с ним боятся все местные жители. Но Олгой Хархой не только самое свирепое чудище на планете, но и одно из самых популярных. Столько внимания со стороны ученых получило разве только лохнесское чудовище, якобы обитающее в Шотландском озере. Первая официальная информация об Олгой Хархое была опубликована в 1926 году в книге «По следам древнего человека» американского профессора-палеонтолога Роя Чепмана Эндрюса. 4 годами ранее, в 1922 году, Эндрюс возглавил Центральноазиатскую научную экспедицию, финансируемую Американским музеем естественной истории. Находясь в Монголии, американскому профессору пришлось пройти множество согласований для получения разрешения на передвижение по стране и проведение научных исследований. В ходе встречи премьер-министр Народного правительства Монголии Саднамын Дамдинбазар лично обратился с просьбой к Эндрюсу отловить экземпляр некоего животного. Оно, пояснил монгольский чиновник, выглядит как колбаса около 2 футов длины, без головы и ног, настолько ядовитое, что одно лишь прикосновение к нему означает немедленную смерть. К просьбе тут же присоединились многие коллеги премьер-министра. Каждый из них был наслышан об Олгой Хархое, однако лично никто его никогда не видел. Американец скептически отнесся к просьбе монголов, но пообещал государственным деятелям при случае не пройти мимо так называемой «живой колбасы». Для пущей убедительности предприимчивый ученый даже разработал алгоритм добычи Олгой Хархое. При охоте будут использоваться стальные щипцы, а опасность взгляда на столь ядовитое существо нейтрализуется темными очками. Монголам речь Эндрюса показалась убедительной, и они подписали все необходимые разрешения. В 1932 году в своем обобщающем научном многотомном труде, вышедшем по итогам нескольких экспедиций в Монголию, Эндрюс признал, что миф об Олгой Хархое все-таки может иметь какую-то фактическую основу. В вероятное существование гигантского червяка его заставило поверить единообразие описаний, а также то, что с существом знакомо абсолютное большинство населения азиатского государства. Такого же мнения придерживался и советский писатель-фантаст Иван Ефремов. Во время своих путешествий по монгольской пустыне Гоби я встречал много людей, рассказывавших мне о страшном червяке, обитающем в самых недоступных, безводных и песчаных уголках Гобийской пустыни. Это легенда, но она настолько распространена среди гобийцев, что в самых различных районах загадочный червяк описывается везде одинаково и с большими подробностями. Следует думать, что в основе легенды есть правда. По-видимому, в самом деле в пустыне Гоби живет еще неизвестное науке странное существо, возможно, пережиток древнего вымершего населения Земли, написал Ефремов в авторском послесловии к рассказу Олгой Хархой. В этом литературном произведении монгольский червяк описывается как обрубок толстой колбасы, около метра, длиной с одинаковыми тупыми концами без различимой головы, глаз, рта и конечностей. В фантастическом рассказе Олгой Хархой убивает 2 членов экспедиции при помощи мощного электрического разряда и разбрызгиваемого смертоносного яда. Свой рассказ Ефремов написал на основе данных, полученных в ходе серии научных экспедиций в пустыню Гоби, участником которых он был. Организаторами такого опасного турне в период 1946–1949 годов стала Академия наук СССР. Главной задачей советских исследователей было найти залежи окаменевших останков доисторических животных, о которых ранее писал Эндрюс. Но властей Монголии уверяли, ученые отправляются в пустыню Гоби только для того, чтобы поймать Олгой Хархое. За то время, что шли экспедиции, Ефремов сумел собрать большое количество материала об Олгой Хархое.
Правда, это были либо монгольские легенды, либо рассказы очевидцев. Напасть на реальный след червяка, державшего в страхе население соседнего с Советским Союзом государства, так и не удалось. Загадочный Олгай Хархой не давал покоя многим ученым и просто искателям приключений. Доказать существование этого животного означало навсегда войти в историю. По следам своего соотечественника в середине прошлого столетия в Монголию устремился американский ученый Нисбет. На этот раз монгольское правительство оказалось менее сговорчивым. Нисбету и его команде несколько раз отказывали в разрешении на въезд в страну, так как предполагали, что он является не ученым, а шпионом. В итоге упорство Нисбета все-таки было вознаграждено, и в 1954 году американцам разрешили отправиться в экспедицию. Но обратно они уже не вернулись. Продолжительное отсутствие известий от ученых привело к тому, что американские власти настояли на организации уже поисковой экспедиции. Так Нисбета и членов его команды обнаружили в одном из малоисследованных пустынных районов. Все они были мертвы. Тела лежали возле двух полностью исправных автомобилей, рядом их имущество в целости и сохранности. Установить истинные причины смерти не получилось, так как тела ученых довольно долго пролежали под палящим солнцем. Американцы не оставили после себя никаких записок, что позволяет делать выводы: смерть наступила неожиданно и мгновенно. Также на их телах не были обнаружены следы насилия. По стране тут же поползли слухи, американские ученые стали жертвами Олгай Хархоя. Выдвигалось даже предположение, что исследователям удалось случайно набрести на лежбище этих червяков, за что они и поплатились. Советские зоологи, которых также интересовал Олгай Хархой, в 1970-х годах выдвинули предположение, согласно которому гигантский червяк – это всего лишь восточный удавчик, вид змей, обитающий от юга Монголии до Каспийского моря. По всем описаниям, восточные удавчики подходят под Олгай Хархоя. Единственное различие – восточный удавчик не поражает свою жертву разрядом электрического тока. Высказывалась и другая версия, якобы Олгай Хархой является рептилией, которая в результате эволюции утратила лапы. Но объяснение советских ученых не впечатлило чешского автомобильного инженера и криптозоолога-энтузиаста Ивана Макарли. В 1990 году он снарядил свою первую экспедицию в Монголию. Научной такую поездку едва ли можно назвать в принципе, как и криптозоологию, наукой. Для того, чтобы уверенно утверждать, что Олгай Хархой существует, отважному чеху оказалось достаточно только нескольких рассказов местных жителей. По возвращению на родину он умело смонтировал видеозаписи, снятые в Центральной Азии, и выпустил фильм «Загадочный монстр монгольских песков». Так сказать, документальная лента стала популярной после того, как ее показали по одному из центральных телеканалов в Чехии. Спустя некоторое время фильм Макарли увидели жители и других стран мира. Так, благодаря стараниям чешского криптозоолога о существовании Олгай Хархоя узнали в разных уголках планеты. И началось. С завидной регулярностью стали поступать сообщения о том, что Олгай Хархоя встречали в Центральной Америке, островах Океании, Африке и даже в некоторых областях Украины. Однако ни одного документального подтверждения существования Олгай Хархоя все равно так и не появилось. 5. Зачистка Манчак. В 1984 году полиция Луизианы преследовала злого духа. Болото Манчак – известная аномальная зона в штате Луизиана. С древних времен индейцы считали ее обителью злых духов, которые в обличии различных монстров посещают наш мир. Одной из ипостасей этих сущностей являлось существо, которое похоже по описанию на снежного человека с красными глазами, другой на черную крупную птицу с металлическими когтями.
Третья форма всегда изображалась в виде бледного худощавого человека, обладающего недоступной для людей ловкостью и силой. Практически сразу же европейцы, прибывшие на эти территории, стали высмеивать индейцев за их позицию относительно болот Манчак. Такое неуважительное отношение к местным жителям и их историям часто выливалось в проблемы для самих пришлых людей. Они отправлялись в самую гущу болот, чтобы поживиться рыбой или поохотиться на животных, но чаще всего становились жертвой куда более опытного охотника. Неудачи, нападения, происшествия – все это новоиспеченная власть списывала на самих индейцев. И даже в тех случаях, когда инциденты заканчивались благополучно, например, пострадавший выживал и описывал странных созданий, ему не верили. Прошли столетия. На болотах Манчак по-прежнему пропадают люди, а очевидцы рассказывают о встречах со всеми тремя ипостасями злых духов из представлений индейцев. Например, в 1984 году в газетах широко освещалась история, которая до сих пор считается одной из наиболее загадочных среди местного населения. В мае того года жители 3 ближайших к болотам Манчак поселений пожаловались на то, что ночью со стороны топи к их домам выходит нечто человекоподобное на 4 конечностях. Оно бродит возле домов, пугает животных и самих людей. Ведет себя бесшумно. Апогей сообщений пришелся на вторую половину июня. Тогда же, по одной из версий, болотный монстр растерзал 2 собак, а также разворошил индюшатник фермера. На многочисленные обращения полицейские закрывали глаза, приезжая лишь для порядка. Но 26 июня 1984 года очередной патруль прибыл на вызов. Они увидели разорванных в клочья индеек и существо, похожее на одичавшего человека. На нем абсолютно не было одежды, тело не покрыто волосами или шерстью, передвигалось ловко, используя все 4 конечности. Офицеры открыли стрельбу, но монстр благополучно вырвался из здания на свободу и скрылся в ближайших зарослях. Одним из тех полицейских был Рик Айлендерс. Он после увиденного стал всерьез заниматься поимкой существа. По его словам, это не было человеком или животным. Самая лучшая характеристика – чудовищное зло. После беседы с руководством и передачи всех данных, связанных с нападениями на животных, было решено провести специальную операцию «Зачистка Манчак» по ликвидации угрозы, исходящей со стороны болот. В ней принимали участие не только полицейские, но и группы быстрого реагирования. Преследование длилось около 10 часов. Изначально на катерах обследовали прибрежные районы болота Манчак. Затем специалисты несколькими отрядами рассредоточились на местности. На исходе 4-го часа операции существо было обнаружено. Оно ловко перепрыгивало с дерева на дерево и ныряло в воду. Участвовавшие вертолеты позволили продолжить за ним погоню. Деревья на болотах растут не очень кучно, и с воздуха проще отследить создание. Несколько раз специалисты открывали огонь по цели, но подстрелить его так и не смогли. Зато благодаря помощи с вертолетов полицейские и спецназ заблокировали пути к отступлению монстра. Островок, где он оказался, обступили со всех сторон. Но и в этот раз ему удалось скрыться. Оказалось, что на небольшом участке земли находилась нора, в которую юркое существо успешно протиснулось. Больше его той ночью не видели. В конце операции островок заминировали и взорвали. Погиб ли при этом монстр или был замурован под завалами, неизвестно. Разбираться никто не стал. С мая 1984 года по 1987 год в населенных пунктах поблизости от болот Манчак был выставлен кордон из патрулирующих полицейских. Позже принятые меры отменили, так как угроза, судя по всему, оказалась ликвидирована в июне 1984 года. Но в 1996 году история снова повторилась, правда единожды.
До сих пор специалисты спорят, относился ли к инцидентам с несколькими домашними животными злой дух с болота Манчак. Как бы там ни было, время от времени на болотах Луизианы происходят странные события. Жители сталкиваются с различными существами, которых невозможно отнести к обычным животным. Являются ли они, как говорят индейцы, материальными ипостасями злых духов или нет, можно только предполагать. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. А теперь продолжаем. 6. Галаклин. Почему воды Атлантического и Тихого океана не смешиваются друг с другом? В географических атласах и на картах мира водоразделы между океанами не обозначены. Складывается впечатление, что эти водоемы плавно перетекают друг в друга. На самом деле между ними существуют границы, причем некоторые из них видны невооруженным глазом. Взять, к примеру, линию водораздела между Тихим и Атлантическим океанами. Она отчетливо видна сейчас на экране. Воды Тихого и Атлантического океанов не смешиваются между собой, словно между ними стоит незримая стена. На самом деле никакой стены, конечно же, не существует. А океаны не смешиваются из-за того, что их воды существенно различаются по химико-биологическим показателям. Что же не дает океанам смешаться? Первостепенным фактором, который препятствует смешиванию Атлантического и Тихого океанов, является разница в плотности их вод. Как известно, жидкости с разной степенью плотности не смешиваются между собой. Кроме того, океаны различаются по солености, температуре, биологическому разнообразию и некоторым другим важным характеристикам. Границу между водоемами с разными степенями солености называют галаклином. В океанах по разные стороны от галаклина существует своя флора и фауна. Еще один показатель, который не позволяет океанам смешиваться, это поверхностное натяжение или сила, которая соединяет молекулы между собой. В зависимости от величины данного показателя жидкости могут либо проникать, либо не проникать друг в друга. Вспомните стакан с коктейлем, в котором каждый жидкий слой не смешивается с соседними. То же самое происходит и с океанами. Почему галаклин в океанах вертикальный? Простейший пример галаклина можно получить, если смешать в стакане подкрашенную сильносоленую воду с обычной пресной водой. Соленая вода постепенно опустится на дно, а пресная поднимется на поверхность. Водораздел между этими слоями будет горизонтальным. Но почему в Тихом и Атлантическом океанах галаклин имеет вертикальное расположение, а в стакане горизонтальное? Ученые объясняют это тем, что разница в плотности вод довольно незначительна. Для Тихого океана она равна 1,2427 грамма на кубический сантиметр, а для Атлантического 1,2543 грамма на кубический сантиметр. Поэтому ни один из океанов не может опуститься вниз, либо подняться ближе к поверхности. Кроме того, течения океанов движутся в противоположных направлениях. Возможно, если бы их течения совпадали, то со временем они бы перемешались или галаклин изменился с вертикального на горизонтальный. Но при разнонаправленном движении потоков они попросту не успевают сделать это.
Сложно понять? Тогда просто любуйтесь. Если научное объяснение этого природного феномена не укладывается у вас в голове, просто восхищайтесь увиденным. Вот несколько мест, в которых во время путешествия можно увидеть Галаклин собственными глазами. Дания, городок Скаген. Недалеко от побережья темные воды Северного моря встречаются с бирюзовыми водами Балтийского. Похожий эффект наблюдается на Аляске. Там Аляскинский залив встречается с Тихим океаном. Эффект очень колоритен, так как массивы воды сильно различаются по цвету. В Гибралтарском проливе можно увидеть водораздел Средиземного моря и Атлантического океана. Подобные водные границы существуют и в других местах, но они более плавные, размытые, а потому незаметны для наблюдателей. Любопытно, что когда в 1962 году Жак-Ив Кусто впервые увидел Галаклин, он был потрясен величием этого природного феномена. Но еще больше его поразил тот факт, что Галаклин был описан в Коране еще 1400 лет назад. Обе новости прозвучали для путешественника как гром среди ясного неба и настолько впечатлили его, что он принял ислам. 7. Таинственная пропажа молодой футболистки. Эта история произошла в 1956 году в городе Эшвилл, штат Северная Каролина. Тогда 16-летняя студентка по имени Бриджит решила принять участие в важном матче своей команды по футболу. Она играла в защите и была одной из ключевых игроков команды. Однако в середине матча произошло нечто необычное. Бриджит внезапно начала чувствовать себя очень странно. Она ощущала, что ее тело перестало принадлежать ей, и ее руки и ноги стали двигаться самостоятельно. Она не могла контролировать свои движения, и это было очень пугающе. Бриджит начала кричать и плакать, не понимая, что происходит с ней. Ее товарищи по команде тоже были в шоке и не знали, что делать. Однако через несколько минут тело стало снова под контролем. После матча, где произошло странное происшествие, Бриджит вернулась домой, но на следующее утро ее не было в своей комнате. Родители обнаружили, что она пропала, и обратились в полицию, но все поиски были безуспешными. Бриджит просто исчезла без следа. После ее пропажи на футбольном поле начали происходить странные вещи. Некоторые игроки замечали, что когда они играют на том месте, где раньше стояла Бриджит, они чувствуют нечто невообразимое. Они описывали это как чувство холода и призрака, который наблюдает за ними со стороны. С тех пор многие люди начали говорить, что Бриджит стала призраком, который появляется на футбольном поле, чтобы напомнить всем о том, что с ней произошло. Однако это до сих пор остается загадкой, и никто не знает, что произошло с Бриджит на самом деле. 8. Загадочные надписи на зеркалах. В 1967 году в небольшом городке в штате Айова произошло необъяснимое событие. В течение нескольких недель жители города начали замечать, что на зеркалах в их домах появляются надписи, сделанные пальцами. Надписи были написаны на внутренней стороне зеркала и казались написанными кем-то, кто находился внутри дома. Самое странное в этом было то, что надписи были написаны на обратной стороне зеркала, так что их можно было прочитать только в зеркальном отражении. Надписи были написаны на разных языках, в том числе и на нескольких древних, которые никто не мог расшифровать. Несмотря на то, что многие люди пытались объяснить этот феномен, никто не мог найти рационального объяснения. Некоторые люди считали, что это была сверхъестественная сила, другие думали, что это была просто шутка. Однако надписи на зеркалах продолжали появляться, пока они внезапно не исчезли так же загадочно, как и появились. Эта история до сих пор остается неразрешенной тайной. 9. Голова с рогами. В 1940 году на берегу Шотландии произошло странное событие. Одна женщина нашла в песке загадочную фигуру, которая представляла собой человеческую голову, но с рогами на висках.
Никто не знал, что это за фигура, но она была сделана очень качественно и точно. Женщина решила сохранить эту фигуру и положила ее на полку в своей комнате. Однако через несколько дней она начала замечать, что голова перемещается сама по себе, и женщине казалось, что глаза смотрят на нее, куда бы она ни шла. Хозяйка загадочной головы решила, что это просто ее воображение, но когда она попыталась отдать фигуру в местный музей, произошло нечто странное. Вскоре после этого музей был уничтожен в результате непонятного пожара, и загадочная голова исчезла. Однако через несколько месяцев фигура снова появилась на полке у женщины, и все началось заново. Женщина решила избавиться от странного артефакта и отдала ее другому музею. Но и здесь произошло то же самое. Музей был уничтожен пожаром, и фигура снова исчезла. 10. Виновата ли египетская мумия в крушении Титаника, и как сложилась судьба ценностей, утонувших с легендарным кораблем? Судно «Титаник» отправилось в апреле 1912 года из Саутгемптона, Великобритания, до Нью-Йорка, США. Через 5 дней плавания корабль столкнулся с айсбергом, затонув за несколько часов. Это была самая крупная трагедия того времени, унесшая около 1500 жизней. Очень много ценных вещей с собой перевозили на корабле состоятельные люди. Известно, что удалось поднять около 5500 разных предметов. Это были личные вещи пассажиров и фрагменты корабля. Но самые ценные предметы с «Титаника» исчезли бесследно. Пропала и египетская мумия, которую считают виновницей катастрофы века. Коллекция вещей, добытых с затонувшего «Титаника». По официальным данным, удалось поднять чуть более 5500 вещей с «Титаника». Сюда вошли не только личные вещи пассажиров, драгоценные ювелирные изделия, предметы искусства, фарфор, золото, деньги и другое, но и останки частей корабля. Спустя 110 лет после катастрофы века каждый предмет имеет огромную ценность. Сейчас эта коллекция предметов, поднятых с борта затонувшего «Титаника», находится во владении одной компании. Речь идет о RMS Titanic Inc., которая с 1993 года владеет исключительной возможностью поднимать с легендарного лайнера все вещи. Ранее компания устраивала выставки всего найденного на «Титанике» по всему миру, но и заработать на этом никто и не отказывался. Сначала предметы с «Титаника» продавали успешно на аукционах как отдельные лоты. 2 таблички из бронзы с надписью «Ливерпуль» и «СС Титаник» выставили в 2016 году на нью-йоркском аукционе. Они были проданы за $72,60 тысяч. А личные часы стюарда первого класса Эдмунда Стоуна, которые уже давно не работали, купили за $155 тысяч. На их циферблате зафиксировано время, когда их владелец ушел под воду вместе с кораблем. Со временем было выдвинуто предложение продать на аукционе всю коллекцию, а не по отдельным лотам. Ее предварительная стоимость была оценена в $190 миллионов. Если это случится, то это будет настоящим историческим событием. Рубаят Омара Хайяма. Речь идет о рукописи персидского философа XI века Омара Хайяма. Этот предмет был одним из самых ценных, который перевозили в 1912 году на «Титанике». Дело в том, что рукопись изготовили вручную в 1911 году, украсив эмалевый переплет большим количеством драгоценных камней. Представитель книготорговой компании Saturn & Company Джон Харрисон сделал заказ с Энгарски & Санклифф на изготовление единственной в своем роде обложки. Заказчик хотел, чтобы для него создали нечто уникальное. И неважно, сколько это бы стоило, заказ выполнял переплетчик из Лондона Фрэнсис Сангорски. Поскольку работа была кропотливая, то на ее выполнение ушло около 2 лет. Это было настоящее произведение искусства и роскоши. Переплет включал в себя несколько ценных видов кожи, а элементы были изготовлены из красного дерева, серебра, слоновой кости.
Но главным украшением обложки стали чуть более 1000 драгоценных и полудрагоценных камней, обрамленные золотом. На лицевой стороне обложки был изображен фантастической красоты павлин, а на обороте музыкальный инструмент, похожий на лютню. Рубаят Омара Хайяма отправили в Америку, но его не купили из-за слишком высокой цены. Тогда издание вернулось, попав на знаменитый аукцион Сотбис. В результате торгов книгу купил один из американских коллекционеров за $1900. В те времена это были огромные деньги. Рубаят Омара Хайяма был помещен в дубовый ящик и отправлен на корабле «Титаник» новому владельцу в Нью-Йорк. Но книга затонула вместе с лайнером. Этот предмет, несмотря на свою ценность, пока так и не удалось обнаружить. Таинственная мумия и скрипка Уоллеса Хартли предполагают, что среди большого количества других ценных вещей на «Титанике» перевозили египетскую мумию. Ее останки были тщательно упакованы и помещены в деревянный ящик, который находился под капитанским мостиком. Это был тайный груз, и о его существовании знали единицы. Ходили слухи, что экзотическая мумия принадлежала прорицательнице, служившей при фараоне Аменхотепе IV. На мумии был старинный амулет, на котором был изображен сам Осирис. А ведь он был царем загробного мира. На амулете также красовалась таинственная надпись, которую со временем экспертам удалось прочитать. Это больше было похоже на какое-то заклинание, посредством которого амулет дает жизнь его владельцу. «Восстань из забвения. Твой взгляд победит всех, кто встанет на твоем пути». В связи с этим возникла еще одна гипотеза гибели «Титаника». Поговаривали, что это проклятие мумии спровоцировало катастрофу столетия. Хотя некоторые эксперты скептически относятся к этой версии. Ведь никакого ящика с мумией пока не удалось найти и поднять с борта затонувшего корабля. А вот легендарную скрипку музыканта Уоллеса Хартли не просто удалось найти, но и продать в 2013 году на одном из аукционов Лондона за внушительную сумму в $1,7 миллиона. История этого уже артефакта по-настоящему уникальна. Ее владельцем был музыкант Уоллес Хартли, игравший вместе с коллегами на корабле для пассажиров. И в тот роковой период, когда «Титаник» начал тонуть, никто из оркестра не пытался себя спасти. Видимо, они решили достойно, используя для других, встретить свою смерть. Музыканты играли свои композиции для людей, которые в панике пытались найти выход с тонущего корабля. Когда вода вплотную подошла к Хартли, он бережно поместил скрипку в кожаный пенал и привязал к себе. Вероятно, он думал, что инструмент сможет послужить ему как плот, чтобы удержаться на воде. Но надежды были напрасны. После гибели Хартли скрипку передали его невесте Марии Робинсон. Этот ценный музыкальный инструмент случайно обнаружили в 2006 году на чердаке у родственников, экс-невесты скрипача. Загадочный груз на «Титанике» и почему судно так и не подняли на поверхность. Известно, что на «Титанике» до Нью-Йорка отправилось более 2000 человек, только 900 из которых были члены экипажа. Корабль перевозил не только людей разного достатка, об этом указывали каюты первого, второго и третьего класса, но и огромное количество разнообразного груза. На корабле было немало состоятельных людей, которые везли с собой в Америку золото, автомобили, предметы искусства, ювелирные украшения, в том числе и бриллианты. По предварительным подсчетам, только драгоценности оценили на сумму от половины до $1 миллиарда. И это только личные вещи богачей. Согласно бортовым документам, на корабле находилась частная коллекция редких бриллиантов. Ее оценивали в $300 миллионов. Кроме того, на «Титанике» в тот злополучный рейс провозили несколько тонн товара на продажу на сумму около $10 миллионов. Это были не только меха и элитные напитки, но и продукты, медицинские инструменты, книги и многое другое. Кроме того, кораблем доставляли около 60 тысяч почтовых отправлений.
Также есть сведения, что на корабле перевозили и мумию в деревянном ящике. После катастрофы прошло более 100 лет. За это время удалось найти и поднять большое количество личных вещей пассажиров, а также фрагменты самого «Титаника». Но это только по официальным данным. На самом деле никто не знает, сколько ценных вещей удалось добыть так называемым «черным археологам». Спустя 110 лет со дня трагедии корабль так и не удалось полностью поднять на поверхность. В 1912 году это хотели сделать родственники погибших состоятельных пассажиров. Но учитывая, что корабль ушел на глубину 3800 метров, это технически было невозможно. Да, и точное местонахождение «Титаника» не было известно. Судно не раз хотели поднять, придумывая различные способы. Однако на поверхность удалось поднять лишь плиту корпуса. Эксперты говорят о том, что поднять полностью «Титаник» вряд ли удастся из-за его сильных повреждений во время столкновения с айсбергом. Кроме того, судно и его фрагменты разрушаются не только из-за воздействия воды, но и бактерий, питающихся металлом. Поэтому судно может рассыпаться при любых попытках его сдвинуть. 11. Проклятая река американского континента. На нашей планете множество мест, где человек чувствует себя неуютно. Многие такие места считаются проклятыми, чаще это старые здания, дома или какие-то далекие, затерянные в чаще поляны. Но бывают и проклятые реки, с которыми связаны страшные легенды. Особенно много таких рек в США. Возможно, это связано с тем, что коренные жители американского континента были практически полностью уничтожены. С одной из самых известных таких рек как раз и связано древнее проклятие индейского вождя. Река Сако, расположенная в штате Мэн, проклята, как говорят, еще в 17 веке. По преданию, вождь племени индейцев, живших в этих краях, прогуливался по берегу реки вместе с женой, находящейся на сносях, и маленьким сыном. Им встретились 3 пьяных английских матросов, которые стали задирать семейство. Один из англичан схватил мальчика и бросил его в воду. Спасти мальчика вождь не сумел. Краснокожий был в ярости и проклял и этих англичан, и саму реку. Он сказал, что каждый год река будет забирать, по меньшей мере, 3 белых людей. Конечно, никакой статистики в те годы не велось, но согласно легендам, люди постоянно стали тонуть в водах Сако. Что характерно, очень часто смерти на этой реке происходят странным образом. Люди тонут на самом мелководье, либо тонут опытные пловцы, которые отлично умеют плавать. 12. Дайвер нашел в затопленной пещере скелет возрастом 8000 лет. В Мексике дайвер обнаружил в пещере скелет доисторического человека. Неожиданную находку заметили в системе пещер недалеко от Тулума и Карибского побережья страны на глубине 8 метров. Ученые считают, что скелет лежит тут около 8000 лет, с тех пор, когда повышение уровня моря из-за конца последнего ледникового периода затопило пещеры. Мы пока не знаем, было ли захоронено тело в пещере или этот человек просто там умер, заявил археолог-спелеолог Октавио Дель Рио. Археологи пока не могут рассказать ни о росте и весе этого человека, ни даже определить его пол. Лабораторный анализ поможет узнать подробности после того, как достанут все останки из пещеры. Однако с этим могут возникнуть сложности. Власти планируют построить железную дорогу на 60-километровой территории, которая, по словам ученых, является уникальным археологическим памятником. Археологи требуют, чтобы план строительства изменили из-за сделанных в пещерах находок и их важности. В 2002 году в этом месте обнаружили останки человека, известные как женщина из Наарона. Это почти полный скелет молодой женщины, умершей около 13 тысяч лет назад. Последний ледниковый период в истории Земли, как считают геологи, начался примерно 2,6 миллиона лет назад.
Главной его особенностью является то, что площадь оледенения и температуры поверхности Земли на всем его протяжении не были постоянными. Ледники наступали и отступали каждые 40 и 100 тысяч лет, и эти эпизоды сопровождались резкими похолоданиями и потеплениями. Последний ледниковый период завершился примерно 13 тысяч лет назад из-за серии мощных извержений вулканов в Антарктике, растопивших часть ее льдов, уничтоживших озоновый слой и вызвавших глобальное потепление. Начавшееся тогда потепление продолжается до сих пор. 13. Сибирское озеро, где нет рыбаков. Там купаются, пьют из него, но не рыбачат. Что не так с водоемом? В Кемеровской области рыбные реки наполняют озеро чистейшей водой, которую можно пить. На озере полно отдыхающих с палатками и есть база отдыха, но никто не берет с собой снасти для рыбалки. Рядом с озером расположены многочисленные водоемы, в которых кишит рыба. Но это озеро особенное, и там не рыбачат. Рядом с заповедником Кузнецкий Алатау находится самое странное озеро России. Называется это озеро Пустое. Название такое оно получило, так как там нет ни рыбы, ни другой живности. Часть берегов пустынны, и там не растут растения, а упавшая в озеро зеленая трава быстро разлагается. Удивительно то, что озеро питается рыбными реками, но когда из них рыба попадает в озеро, то позже всплывает кверху брюхом. Люди пытались искусственно заселить Пустое рыбой, но и она вся со временем повсплывала. Соседние же озера дают приют различным животным, птицам, насекомым и очень богатой рыбой. Вода Пустого содержит в своем составе все необходимые микроэлементы. Ее можно использовать для приготовления ухи на костре или просто пить. Те, кто пробовал, говорят, что она похожа на газировку, так как озеро насыщается газами. В теплую погоду ощутим характерный запах сероводорода. Береговая растительность скудна, а попавшие в воду обрывки растений быстро разлагаются. Вблизи озера растут отдельно стоящие деревья, зато подальше есть сосновый бор и березовая роща. Ученые не видят причин, почему там не может жить рыба и существовать другая жизнь. У них есть предположения, но нет стопроцентной уверенности в своих догадках. Теоретически у исследователей все сводится к дефициту кислорода в воде и наличию подземных источников сероводорода. Но эти теории остаются лишь теориями, потому что сами источники сероводорода, несмотря на его запах в теплую погоду, обнаружить не удалось. Озеро не опасно для людей. Купайся, пей, вари еду на этой воде, но рыбы, птиц и насекомых в нем нет. Чудеса. Естественно, озеро обросло легендами, и местные жители считают его нечистой силой. Обходят за 3 версты, а туристы приезжают, купаются, ставят палатки. Ученые так и не могут понять, что не так с озером, которое имеет хороший состав воды для жизни в нем рыбы. Но рыба там не приживается, хотя впадающие реки эту рыбу туда заносят. Когда-нибудь это озеро откроет свои тайны, а пока сюда едут, чтобы насладиться отдыхом туристы, но не рыбаки. 14. Какие тайны хранит затопленный древний город Шичен в Китае? В китайской провинции Чжэцзян, примерно в 150 километрах от города Ханчжоу, находится прекрасное озеро Цэньдаоху или озеро Тысячи островов. Эта потрясающая красота отнюдь не произведение Творца, а дело рук человеческих. Всего лишь 6 десятилетий назад долину затопили для того, чтобы возвести гидроэлектростанцию. В результате образовались чуть более 1000 островков, отчего озеро и получило свое романтичное название. Но самое интересное в этом красивейшем месте не то, что находится наверху, а то, что скрывают глубины озера. Ведь власти Китая похоронили под водой 2 великолепных древних города, тем самым превратив их в таинственное подводное царство. Озеро Цэньдаоху славится своей кристально чистой водой. Ее используют для производства известной марки минеральной воды Нонгфу Спринг. На экзотических островах произрастают красивейшие густые леса.
Это популярное туристическое место, где у каждого островка есть своя тематика. Есть остров обезьян, остров птиц, остров змей, остров замков и даже остров детства. Несмотря на все это, самое интересное здесь хранят таинственные водные пучины. До появления рукотворного озера тут у подножия горы Вуши, гора Пяти Львов, стояли два прекраснейших древних города – Шичен и Хечен. Город Шичен был построен более 1300 лет назад, в 621 году, во время правления династии Тан. Когда-то это был могущественный город, политический, экономический и культурный центр. Хечен еще старше. Его основали во времена династии Хань в 208 году. Это был деловой центр на реке Синьцзян. Эти древнейшие города, хранящие историю былой цивилизации, были затоплены в сентябре 1959 года. Правительство Китая решило, что тут будет новая гидроэлектростанция и водохранилище. Этого требовали потребности постоянно растущего населения города Ханчжоу. Наряду с неподдающимися никакой оценке историческими ценностями были затоплены еще почти 30 городов, больше 1000 деревень и десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Для реализации этого проекта власти переселили чуть менее 300 тысяч человек, чьи семьи жили в этих местах веками. Полное равнодушие китайского правительства к сохранению древних городов просто шокирует. Затопленную историю предали забвению на целых 40 лет. Пока местный чиновник по туризму Цю Фэн не вспомнил о них, ища способы привлечения туристов на озеро Цаньдаоху. Он попросил дайверов нырнуть под воду и взглянуть, что там. В сентябре 2001 года, после попытки добраться до затопленного города, чиновник рассказывал: «Нам повезло. Как только мы нырнули в озеро, мы нашли внешнюю стену города и даже подняли кирпич». Цю немедленно сообщил правительству о своем открытии. По мере того, как было проведено множество исследований, специалисты обнаружили, что весь город, находящийся под водой уже несколько десятилетий, совершенно не пострадал. Сохранились в целости даже деревянные балки и лестницы. По прошествии почти 10 лет исследований, в 2011 году древние города были оценены, наконец, по достоинству, как важные исторические реликвии. Журнал National Geographic напечатал фотографии великолепного города и назвал его «Китайской Атлантидой». Он был похож на невероятно прекрасную подводную сказку. Было предложено открыть города для туристов. Для этого построили специальную подводную лодку на 48 мест для прогулок под водой. Но правительство так и не решило, как можно урегулировать в соответствии с законом использование частной субмарины. К тому же, подобный аппарат может вызвать сильные подводные потоки, которые могут повредить старинные здания. Подводную лодку так и не было суждено использовать. Некоторые специалисты предлагали соорудить под водой защитную стену и откачивать из города воду. Но метод признали слишком трудоемким и дорогостоящим. Да и стены могут не выдержать давления и разрушиться. Другие эксперты считают, что сейчас самое лучшее – это ничего не предпринимать, поскольку технологии весьма ограничены. Власти всерьез озаботились сохранностью исторических достопримечательностей и начали принимать меры. «Прежде чем использовать наши культурные реликвии, мы должны защитить их», сказал Фан Минхуа, бывший директор управления по управлению наследием округа Чуньянь. Также он отметил, что в настоящее время уровень развития технологий не предлагает разумных вариантов. Настораживает исследователей и экспертов то, что те части города, которые поднимаются из их подводной усыпальницы и подвергаются воздействию воздуха, почти моментально разрушаются. Вода для этих исторических ценностей стала лучшей защитой. Кроме этого, стены города достаточно тонкие и существует вполне реальная опасность повреждения их из-за водных потоков.
С целью сохранения реликвии, власти предлагают запретить на озере парусный спорт, рыбалку и рытье песка в ближайших районах. Пока же это место, носившее гордое название «Город Льва», является своеобразной дайверской Меккой. Археологи тоже весьма заинтересованы в сохранении этого потрясающего города, хранящего столь богатую и древнюю историю. Еще в конце 2002 года Институт механики Академии наук Китая предложил построить мост Архимеда, также известный как подвесной тоннель. Мост Архимеда – это весьма сложный проект. В настоящее время 7 стран проводят исследования по этому вопросу, выдвинуто несколько предложений. В числе их Норвегия, Япония, Швейцария, Бразилия и США. Если строительство моста Архимеда через озеро Цаньдаоху будет успешным, это будет первый настоящий мост Архимеда в мире. Пока же таинственный подводный мир слегка жутковатых мертвых городов недоступен для всеобщего обозрения. Его древняя и трагическая история манит и интригует. 15. Затерянные города. Тонис Гераклион – древний город, утонувший в море. Этот каменный бог веками стоял на краю царства фараонов Древнего Египта, повелительно взирая на торговые корабли, заплывающие в реку со Средиземного моря. Его звали Хапи, повелитель Нила и его животворящих разливов. Фундаментом его гигантских ног служили массивные каменные ворота, куда заплывали корабли, чтобы попасть в один из крупнейших портов Земли. Но однажды земля затряслась у его ног и, раскалываясь, стала погружаться в море. Гигантский монумент бога Хапи зашатался, накренился, а затем 6 тонн гранита, украшенных золотой резьбой, рухнули в воду, погружаясь на глубину вслед за тонущей землей. Вместе с богом Хапи утонул и легендарный город за ним, где делал первые шаги Геракл и пряталась сбежавшая Елена Троянская в доме Париса. Город назывался Тонис Гераклион. За тысячи лет исчез древний Египет и те, кто пришел за ним. Дома, улицы, храмы и алтари были забыты, и их заносили песок и ил. Тонис Гераклион, упомянутый во всех античных книгах, считался потерянным. И ученые считали, что 2 отдельных города, египетский Тонис с богом Хапи и гомеровский Гераклион, где-то потерялись на материковой части Египта. Но в 1933 году британцы начали поиски затонувших французских кораблей XVIII века, и один из поисковых самолетов, пролетая над этим районом, увидел в спокойном море руины и крыши домов на дне. Так началась долгая история подводных раскопок, что завершилась в 2000-х годах расчисткой морского дна, явлением изыла улиц, храмов и домов, и подъемом артефактов, рассказавших нам историю потерянного Тониса Гераклиона, города египтян и греков. Если бы вы были египетским или греческим купцом 2500 лет назад и перевозили на галере зерно, папирус или медь, вам было не миновать этот город. Даже если не купцом, а, скажем, корейским наемником в армию фараона, путешествующим греком или чиновником, вам было тоже прямиком в Тонис Гераклион, разбросанный по небольшим островам и отмелям и построенный на насыпанной египтянами земле. Тонис Гераклион был въездными морскими воротами в египетское царство и царство греков Птолемеев. Этот крупнейший город на побережье связывал Египет с миром. Построенный в VII веке до нашей эры, он стал главным таможенным и морским портом, пересеченный сетью каналов и усеянный гаванями, причалами, храмами и башнями, между которыми курсировали паромы и соединяли мосты. Город принимал грузы и собирал налоги с купцов, отправляя затем торговые корабли вверх по Нилу в глубину страны. Морской порт стал космополитическим городом всех наций, поэтому фараоны назвали его 2 именами сразу – на египетский и греческий манер. Так и появился Тонис Гераклион. Соседство греков и египтян археологи увидели в подводных раскопках. Греческие боевые шлемы лежали на морском дне рядом с египетскими, так же как кипрские статуэтки и африканские курильницы для благовоний, афинские и египетские духи. После завоевания Египта Александром Македонским в IV веке до нашей эры,
Эпоха помпезности и престижа Тонис Гераклиона стала блекнуть. Македонский основал новую столицу в свою честь, Александрию, где и был похоронен. Находящаяся на берегу в 20 километрах от Тонис Гераклиона Александрия быстро вытесняла его в царстве Птолемея, сподвижника Александра, которому достался Египет при дележе в Вавилоне. Александрия становилась главным портом эллинистического Египта, а гибридный фундамент из земли и воды, на котором фараоны построили Тонис Гераклион, чувствовать себя все менее надежно из-за глобального потепления. Город торговцев и кораблей, находящийся в море, был обречен. И во II веке до нашей эры сильное землетрясение заставило утонуть его. Искусственно насыпанная земля не выдержала удара, каменный фундамент разлетелся, и глина за мгновение стала жидкостью, выбивая у зданий почву из-под ног. Тонис Гераклион за ночь ушел под воду. Но жизнь отсюда не ушла. Остатки зданий на подтопленных островах облюбовали стойкие жители и рыбаки, создав подобие маленькой Венеции, защищенной от завоевателей и мародеров морской водой и болотами. Несколько сотен семей цеплялись за свои дома на протяжении тысячи лет, в период Рима и даже в начале арабского завоевания. Но последние остатки города утонули в конце VIII века, и он был забыт. Ил и песок заботливо укрыли его для будущих поколений. На этом я бы хотел закончить это видео с 15 неразгаданными тайнами мира, которые невозможно объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. На дне Сочинской бухты дайверы нашли чертежи НЛО. Чертежи были разработаны Третьим Рейхом. Бумаги пролежали на дне бухты много лет, но превосходно сохранились. Появились новые свидетельства, что Третий Рейх обладал технологиями НЛО. К такому выводу пришли мы после изучения целой кипы немецких документов, найденных на дне бухты в Сочи. Говорит исследователь, российские дайверы исследовали потопленный советской субмариной фашистский корабль. Во время очередного погружения водолазы обнаружили документы вермахта, пролежавшие на дне бухты 70 лет. На чертежах технические схемы, узлы и агрегаты НЛО. По словам ученого Алексея Мельника, который уже не один десяток лет изучает тайны НЛО Третьего Рейха, в руки российских дайверов попали те самые чертежи НЛО. Эти экспериментальные технологии базировались на Крайнем Севере. До нынешнего момента считалось, что все чертежи, связанные с НЛО, немцы уничтожили в самом конце войны, как, впрочем, и само НЛО. Но кое-какие чертежи все-таки сохранились на дне Сочинской бухты. Вот такими у нас получились 15 неразгаданных тайн мира, которые невозможно объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.